Всем привет! Сегодня я решил пооткрывать сейфы. Да, чуточку припозднился, но это лучше, чем никогда. Вообще я хотел это сделать раньше, но не было времени. Да и в принципе ключи были дорогие. Но так как относительно недавно им апнули шанс на выпадение, я решил посмотреть, что они из себя представляют, что с них падает, можно ли окупиться и есть ли вообще смысл их открывать сейчас. Давайте быстренько пройдемся по базовой информации, для тех, кто не в курсе, что вообще такое сейфы. Это новая механика на севере. На притоке, шахтах, отражении, объезде, кузне и затоне можно найти сейфы. Всего их 6 видов. Заводской, научный, медицинский, военный, зевкасовский и монолитовский. Открываются ключами с соответственным названием. Вот более подробная карта для всех сейфов и их местоположения. Открываются они ключами, которые выпадают со спотов. Хранить же сами ключи можно в ключнице, а крафтятся эти самые ключницы в убежище. И соответственно их 4 уровня. Если положить ключ в ключницу, то он не выпадает после смерти. Сами сейфы можно открывать один раз каждый, но после выброса их опять можно будет открыть. На этом с базой разобрались и переходим к самим сейфам и луту из них. Закупил я, значит, ключики, ориентировочно по 200-250 тысяч, кроме монолитовского, он почти 800 тысяч стоил. Так, положу их, конечно, в ключницу и погнали открывать. Первый военный сейф. Попадало тут всякое и доход 120 тысяч руб скупу. Плюс 50 тысяч за наборы болтов и текстолит. Итого вышло 182 тысячи за военный сейф. Что же, пока что по этому ключику я пошел в убыток. Следующий на очереди идет заводской сейф. И доход тут получился 106 тысяч скупу, плюс 60 животного жира, это еще 130 тысяч, итого вышло 236 тысяч. То есть он уже хоть чуточку себя окупает. Все сейфы, если что, я открывал на кузне, кроме монолитовского и научного. Далее у меня был зевкасовский сейф, и доход по нему составил 134 тысячи скупу, и остальное так по мелочи на 45 тысяч. В общем 262 тысячи. Медицинский сейф. По нему получилось у меня 150 тысяч скупу и 130 тысяч за сахар. В общем 280 тысяч. Надеюсь, хоть научный сейф может себя как-то получше проявить. И как-то не особо. Скупу 236 тысяч. И остальное так по мелочи. В общем примерно на 320 тысяч. Остался последний непроверенный сейф, это монолитовский. То есть сейф шепота, который только на затоне. Вышло по нему 220 тысяч скупу и остатки шепота на 490 тысяч. В итоге примерно 710 тысяч. Вроде неплохо, но фишка-то в том, что сам ключик дороже стоит. А ведь тебе еще нужно вынести с затона. Так что ну вот так. В основном в сейфах падает лут для скупщика и ресурсы для убежища какие-то. А, и кстати, я сейчас вместе с другими ютуберами проводим розыгрыш на 200 миллионов валюты. Все подробности в телеграм-канале. Как вообще лучше всего лутать эти сейфы и где? Безусловно, чем сложнее локация, тем лучше и дороже лут в них. Например, топовый вариант это затон, после него кузня и после кузни все остальное. Думаю, это и ежу понятно. Каких-то рекомендаций относительно кузни дать не могу, просто ищите более спокойный сервер и по фастику лутаете. А вот что касательно затона, то я смотрю по карте, где ближе всего пузырь к моему сейфу и бегу на него, после чего сразу в пузырь. Вот как-то так. Безусловно, механика сейфов интересная, но сейчас я бы не сказал, что она себя окупает. Максимум здесь, мне кажется, можно выжать около 40-70 тысяч на окуп. Это в лучшем случае. Стоит ли это такого риска, если можно спрятать ключ в ключницу и спокойно продать? Я скажу, что нет. Думаю, еще возможно это будет как-то дорабатываться, а то получается, что только ключики от сейфов-то и продают. Если лутаться на притоке или шахтах, скорее всего ты будешь уходить в минус. Точнее, зачастую. На кузне уже можно что-то окупить, но опять-таки риск ради лишних 50 тысяч мне кажется того не стоит. Касательно затона, то ситуация почти такая же. Монолитовский нет смысла открывать. Единственный вариант, что можно чуть более окупить, это научный сейф на затоне. Остальное, к сожалению, не очень. Да и то, это окуп такой минимальный получился у меня на Ю-регионе, где ключи стоят по 200-250 тысяч. Наружки, хоть и ключи будут чуть подешевле, от 160 до 230 тысяч, но и окупа получится меньше, ведь ресурс убежки стоит подешевле, чем на Юшке. Вот как-то так. В любом случае, независимо от региона, окупа от сейфов почти нет.
Проще продать ключи, чем гоняться на локацию ради лишних пары тысяч. Причем с большой вероятностью можно получить маслину в спину. Так что пока что ситуация такая. Ну а видео подходит к концу, поэтому всем удачных выносов и пока.